Добрый день, дорогие подписчики и зрители канала. Этот ролик будет посвящен, опять же, газонокосилке, а точнее, как она убирает траву уже высохшую. Кто-то убирает сразу в корзину. Так можно делать, как я считаю, на придомовой территории, там, где небольшие объемы. Но если как вот поля, плюс-минус 15 соток, 14-15, в зависимости, сколько надо убрать, то сразу убирается в корзину. Я считаю нецелесообразно по той причине, что очень быстро забивает начало корзины при выбросе сырой травы, она много не ляжет сюда. И каждый раз очищать это достаточно не проблематично, а слишком частая уборка, какой в ней смысл? Постоянно снимай, постоянно убирай. Также забивает выход, и тогда надо глушить газонокосилку и чистить, потому что там на изгибе травы набивается, и то уже не выбросит. Буквально стоит, как вот сейчас такая жара стоит, подождать сутки. Вот я эту траву сутки назад скосил. Вот она уже высохла, и теперь корзину можно использовать по полной. Сухая трава полностью наполняет корзину, и то есть КПД возрастает, реже снимать надо. И также практически отсутствует вероятность забития выхода. По газонокосилке дополнение. Опять она у меня сломалась, опять сломался болт. Причина уже впоследствии, проанализировав все, я понял, что шпонку ломает. Если шпонка хиленькая, не под размер сделанная, и болт имеет, если болт прижимной имеет слабую затяжку, шпонку срезает и все. Я в последний раз, может быть, не дожал, когда затачивал нож, и я завел и услышал такой, как удар небольшой. Я еще так подумал, думаю, что там могло там как бы треснуть или как-то такой глухой. А потом до меня дошло, это просто срезало шпонку. Дури у двигателя много, и если шпонка не соответствует размерам и зажим болта также не соответствует, то высока вероятность того, что все вот придет к тому, что... Опять же пришлось ждать, обращался я к своему товарищу, который мне делал до этого болт. Опять 2 недели ждал, опять заросла тут все травой. Вот. Вручную их косой косить не хотелось. Взял я с запасом, взял еще взял 2 болта, купил шпонку. Можно было и самому выточить, но вроде бы они там идут в магазине чуть-чуть каленые. Шпонка для коленвала. Подогнал ее под размер, максимально сильно зажал болт. Ну, вот посмотрим, как теперь она будет служить. Через какое-то время сниму, посмотрю, как там все выглядит. Вот. Ну, по уборке. Кстати, тот друг мой, который мне делал эти 2 болта, у него тоже есть газонокосилка, у него, кстати, Стига, тоже самоходная. Вот. Он с мешком ездит. Ну, как бы, вот я считаю, что это проще, лучше скосить, оно прокосы делает, скосить и потом убрать на следующий день. КПД возрастет, чем все одним махом делать. Я пробовал косить сразу в мешок, пускай в зените солнца, когда самая жара, вот это, когда влажности меньше, все косить, и все равно полностью мешок не наполняет. Все равно остается какое-то пространство неиспользуемое. При кошении триммером я этой ерундой вообще не занимался. Я скосил, она там в землю уходила, эта трава. Ну, в данном случае прокосы красиво наложит, и оставлять их также не хочется, что хочется, чтобы было красивее на участке. Ждать, пока она вырастет, трава заново. В общем, сейчас быстренько покажу, как работает газонокосилка в виде пылесоса.
Ну так вот босиком с удовольствием. 30, какой 30? Тут все 40 градусов на солнце. Я за 15 минут, наверное, 15-20 минут я убрал всю траву. Мой совет: наполнять, убирать траву сухую. Наполняемость корзины 100%. Ну, 99, там, пускай, процентов. Определить, что корзина наполнилась, довольно легко. Но, во-первых, на опыте вначале, получается, на круг надо было 2 раза уборки, под конец уже меньше. Начинает, если корзина переполнена, из-под деки во все стороны трава летит. Ну и звук работы немножко меняется, становится более нагруженный. Вот, так что отлично. Убрать все, красота, как говорится, неописуемая. Это по уборке. По поломке. Ну, оснастка американская, коса китайская, оснастка американская от двигателя Briggs. Соответственно, проблема найти запчасти. Если у вас проблема с запчастями, ну, имейте в виду, что болт найти сложно. Я его не нашел в продаже, я его только сам сделал. Попросил друга, и сделали болт. В остальном сплошные положительные плюсы. Дури в этой газонокосилки, ну, колоссальное количество. Болты скручивает 10.9 прочности, металл скручивает на ура. Берите только самоходную газонокосилку. Я тут недавно наблюдал картину. Человек тоже газонокосилкой выкашивал участок. У него не самоходная газонокосилка, а руками пихать. Весь мокрый, пихает эту газонокосилку. Еще земля такая... Ну, в общем, нет. Газонокосилка должна быть самоходной. Только лишь в самоходной газонокосилке вы ощутите действительно свободу. Это. Если газонокосилка ручная, то есть, которая приводимая в движение мускульной силой человека, это херотень, я вам скажу. Это не работа. Это, по сути, тот же триммер получится. Вы также будете напрягаться. Ну, только что оснастку на себе носить не надо. О, педальку нажал, и полетела коса. Газонокосилка. Ну, ширину определяйте сами. У меня 56, 45 у меня газонокосилка. ЛМ 50, да, 56-45. 56 это ее ширина укоса. Я на 56 не кашу, а на 56 все-таки это больше, наверное, маркетинг. Потому что если брать именно косить... если травка невысокая, вот я косил траву высотой около 8 сантиметров, тогда она нормально косит. Но если высота больше 15, тогда я еду газонокосилкой пополам. То есть густую траву я кашу пополам. Делю прокос, получается, посередине газонокосилки, чтобы не перегружать двигатель, потому что даже не двигатель, а чтобы не перегружать эту оснастку, всю которую тяжело найти. Аэродинамическая труба здесь очень сильная. Если когда снимаю, я не глушу газонокосилку, я когда снимаю мешок, оттуда если я обороты не занижу, к примеру, то оттуда летит трава и так прям по руке лупит только так. То есть здесь очень реализован вот этот пылесос. Если я, допустим, скосил на глубине 3 сантиметра, вот трава сейчас примерно 3,5 сантиметра скошена, то убираю траву я на одной позиции выше. Это сделано для того, чтобы лишний раз не цеплять ту траву, которая уже вышла, а также и высоко сильно не хочется поднимать, чтобы она, чем ближе, тем лучше всасывание сила. И опять же хитрые одуванчики. Вот буквально за одну ночь скосил, особенно если после дождя, уже одуванчик на следующий выше всех головкой своей сантиметра на 3, выше всей травы. Ну вот ему по голове, чтобы дала этой косой. Ну, потому на одну позицию только я выше поднимаю и все. Ну, в общем, все по газонокосилке. Шикарная вещь, берите, не пожалеете. Это иначе. Вот сейчас, я говорю, 40 градусов на солнце. Походил, все убрал, все красиво, все отлично. Ну, а сейчас продолжу дальше убирать. Всю собранную траву я в кучу скидываю, все на удобрение пойдет. Перегниет и будет. В Беларуси сейчас стоит аномальная жара. Каждый день 30-ка в тени. Строить пока ничего не хочется. Да невозможно в доме находиться, в строящемся. Так что кашу, навожу порядки. Ну так, все очень быстро убирается. А если бы я производил уборку травы напрямую, сразу в корзину, это раза в 3-4 умножайте количество раз опустошения корзины, заколебетесь. Я вчера пробовал перед
скашиванию. Думаю, может сразу попробовать корзину, как раз солнце в зените было. Не, настолько быстро она забивается, и потом еще каждый раз приходилось останавливать двигатель, чистить. Открываешь, а там вот на изгибе, ну, короче, там у каждой газонокосилки есть выход, и вот там на загибе, смею показать вам, не знаю, будет вам видно, не будет, вот этот загиб, вот она вращается, лезвие в эту сторону, получается, против часовой стрелки она вращается, трава залетает на выход сюда. И вот этот загиб, на нем именно собирается вся трава, особенно сырая. И приходится постоянно останавливать двигатель, чтобы очистить. На работу же не полезешь, руки отшибет. То есть убирать траву напрямую можно, да, если у вас маленькая территория уборки. Если большая, как у меня, то лучше просушить траву. У себя возле дома, да, я убираю в корзину сразу напрямую, потому что там чуть-чуть походил, там буквально 2-3 раза очистил корзинку, тут, ну, только где ходишь, там нормально. Все остальное только подождать, посушить. Это первый момент. Второй момент. Я вот запомнил еще, когда выбирал газонокосилку, ее обозревал какой-то магазин. Не помню точно, но несложно забить в интернете, посмотреть. И там человек-продавец указал на то, что сложная установка корзины. Вот, опять же, вот, если нету опыта у человека, если он, я не знаю, как там, что значит сложно устанавливать. Установить корзину 5 секунд. Бывает быстрее, сомневаюсь. Поднимаешь рукой вверх, два места для крепления крючков. А на них, да, одеты защита из пластика. То есть моментально. Вот берешься за это сам, цепляешь, вставляешь, цепляешь, все. То есть условных 5 секунд поставить сюда корзину на работающей газонокосилке. В чем сложность? Вот я еще такое запомнил, думаю, блин, наверное, что-то сложно там. Что там сложного? Вверх поднял, ее сверху опустил, все. То есть получается вот сверху, все, вот оно, все. Блин, я не знаю, почему там у кого-то сложности это вызывает. На все просто привычка нужна, навык наработать. Где там настолько легко, что оно получается, где-то есть, что вот так вот подкинула, она сама установилась, как у Audi автодоводчик на дверях у автомобиля. Вот, то есть установить не проблема корзину. 5 секунд. Ну, в общем-то, по газонокосилке добавить нечего. Вы имейте в виду. Шикарная вещь, аэродинамическая труба, боковой выход здесь отсутствует, выброс травы. Насколько его надо, не знаю. Не работал с другими газонокосилками, которые имеют боковой выход. Не могу ничего сказать по этому поводу. Работать по ней проще, ехать прямо. На работе у нас Викинг дорогой. У него задние колеса большие, спереди поворотное колесо одно. И им вот так вот ездить, управлять значительно легче. Этой газонокосилкой можно управлять, ну, плавно. Проще ее каждый раз приподнимать, чтобы повернуть. Потому я ею кашу только под квадратами. Иначе просто, лишняя нагрузка себе создаешь. Если бы было бы просто переднее колесо, которое бы на шарнире вращалось, было бы лучше. Но в данном случае ее нет. Оснастка это американская, как и на Викинге том же самом стоит. Соответственно, проблемы везде могут быть одни и те же. Двигатель мощный, болты каленые ломает на ура. Алюминиевая дека, все прекрасно. Не ржавеет. Мыть каждый раз после работы необходимо ее мыть. Иначе все, вот, что насирает на нее землю, потом не отодрать. Я один раз поленился, думаю, завтра буду траву убирать, не буду мыть ее. Завтра все равно вымажется. Потом же проклял, чуть отмыл, потому каждый раз потоком воды спокойно моем. Уборку закончили, подождали, пока остынет двигатель, чтобы не шипело. И все, и дальше спокойно, повернул. Желательно, чтобы топлива не было в ней. Повернул и пошел. Замена масла здесь хитрая. Мне там написали, что есть и снизу пробка. Нету. Здесь снизу пробки в этом двигателе нету. Также отсутствует, говорю, здесь пробка есть, замены масла. Нет, здесь, видите, у меня клепки. Если видно, не видно. Здесь, короче, клепки, здесь замены масла тоже нет возможности. В остальном прекрасная штука. Там какие-то есть подшипники качения. Я уже не знаю по поводу этого, чтобы втулки не разбивало. В общем, все. Сейчас еще раз уберу оставшийся участок. Для работы, как вы видите, босые ножки, и все отлично.
По газонокосилке все. Красота неописуемая. Как-то прозвучали вопросы, зачем тебе такое большое поле. Ну, тогда уже видно, там же ворота стоят. Детям, в первую очередь, все эти просторы для детей, чтобы они могли с собакой играть, в футбол играть. Еще надо баскетбольное кольцо сделать. Надо максимально привлекать детей на дачу. Не в грядках копаться и картошку ковырять, а именно, чтобы ощутили свободу. В квартире такой свободы не получишь. Вот сейчас специально, думал, перепроверю свои слова. Газ не сбрасывал, газонокосилку оставил. Так она, блин, зараза, почти до крови пробивает. Вот эта трава летит, там такая сила, такой вертолет внутренний, такая тяга. Вот именно аэродинамическая труба. Как пылесос. Я не знаю, можно квартиру пылесосить, наверное. Шланг подключил и пылесос. Такая уже сила всасывания у нее. Все высасывает с земли. Ну, в общем-то, все. Час на скашивание, час на уборку. Еще человек посоветовал установить сюда подстаканник. Ну, или уже подбутыльник. Под бутылку шампанского или под бутылку воды. И уже кайфовать полностью. Также кто-то писал про гироскутер. То есть стать на гироскутер и вместе с ней потихонечку ехать. Или добавить, тогда я уже в ответ скажу, сделать платформу на веревочке, добавить массы, чтобы тянул самоходник, и все, и кататься это тоже вместе с ним. Ну, это все шутки, конечно. Ну, в общем-то, я говорю, небо и земля. С тем, что было, с тем, что стало. А то у меня сейчас болт сломался второй раз. 2 недели я не косил. Вообще в руки не хотел брать этот триммер. Настолько не хочется, настолько тяжело косить триммером. 3 месяца стоит эта жара, блин, совершенно невозможно ничего делать. Но уже скоро сентябрь, скоро, я думаю, все спадет. Вот так газонокосилка убирает траву, день подождал и убрал, все отлично. А после триммера я никогда не убирал, после триммера оставлял, она следующая росла, опять косил, так она слой на слой друг на друга и ложилась.